Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня я предлагаю вам связать вот такой вот интересный, оригинальный и совсем несложный кардиган на любой размер и из любой пряжи. Ну что, свяжем? Итак, начнем с материалов. У меня это вот такие вот ниточки, называются Yarn Art Elite. Вы, в свою очередь, можете брать любую пряжу, какая у вас есть, потолще, потоньше, какой вам больше нравится работать. Я остановлюсь на вот этих ниточках и расскажу про них. Итак, называются они Yarn Art Elite. Это стопроцентный акрил. В 100 граммах, получается, моточки по 100 грамм находится 300 метров во всех моточках. Сразу же назову цвет 216. Желтый на камеру передается чуть ярче, чем он есть на самом деле. И нам здесь советуют производители брать крючок 3,5 мм. Сразу же назову цвет, пока не забыла. Серенькие ниточки. Ну, на камеру передается тоже чуть немножечко поярче. Это 855. Ну и беленькие ниточки, цвет 150. Так как я хочу, чтобы было немножечко такое рыхлое, более объемное вязание, я возьму крючок на размер больше. Я возьму, смотрите, 4,5 мм. Вы можете брать пряжу любую, повторюсь. Самое главное, правильно подберите крючок. Если хотите, чтобы тоже вязание было более рыхлым, более такое воздушным, более объемным, берите крючок потолще. В любом случае вяжите образцы, чтобы потом не пришлось перевязывать изделия. Ну что, приступим? Так, смотрите, вот из таких квадратиков у нас будут состоять наши вертикальные полоски. То есть весь кардиган состоит вот из таких вот вертикальных полосочек. Я вам покажу, как вязать, как их непосредственно вместе переходить с одного цвета на другой. Вы выбираете, повторюсь, любую пряжу, любой цвет на ваше усмотрение, на вашу фантазию. Когда вы уже определились с размером кардигана, а он предполагает, что он будет оверсайз, то есть он будет такой объемный, вы, естественно, можете рассчитать количество вертикальных полосочек. И получается по сантиметрам вы узнаете, сколько у вас будет в сантиметрах квадратик. Смотрите. Мой квадратик, вот получается он с этой стороны 12 сантиметров. Так, переворачиваем. И с этой стороны он тоже 12 сантиметров. Естественно, я связала заранее образец, узнала, сколько у меня будет в моих 12 сантиметрах воздушных петель, сколько будет вот этих вот столбиков моего узорчика. И потом непосредственно приступила к вязанию самих квадратиков. Вы делаете то же самое, но теперь я покажу сам узорчик. Итак, смотрите. Учитывая мою плотность вязания, мой крючок, мою пряжу, я посчитала, что для того, чтобы у меня получился квадратик 12 сантиметров, мне необходимо набрать 20 воздушных петелек. Вы, конечно, можете набирать больше, можете набирать меньше. Все зависит от того, какая у вас пряжа, какой крючок, какая плотность вязания и какого размера квадратик вы хотите сделать. Возможно, ваши квадратики будут по 10 сантиметров, возможно, по 15. Поняли, да? Итак, для начала делаем петельку фиксации. Все как всегда, здесь без изменений. При наборе петелек эту петельку мы не считаем. Теперь я набираю 20 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот. Будущий мой квадратик. Далее смотрите внимательно. Мы отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. Во вторую петельку я вот так вот ввожу крючок, вытягиваю ниточку, подтягиваю вот так вот, держу на крючке, не провязываю. Теперь делаю накид, возвращаюсь сюда же в эту же петельку, нырнула, вытянула ниточку, и теперь все вот эти 4 петельки провязываю вместе за один раз. Раз. Теперь зафиксировали. Первый элемент готов. Дальше смотрите внимательно. Пропускаем, получается, одну петельку в цепочке, в следующую петельку точно так же. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули ее вот так вот. Ну, высота приблизительно как бы столбик, да, с накидом. Накид. Сюда же опять же нырнули, вытянули ниточку и все петельки на крючке провязали за один раз. Раз. Теперь зафиксировали. Оп, воздушная петелька.
Точно так же пропускаем одну петельку, в следующую по порядку петельку, нырнули, вытянули, вот так вот подтянули, накид, еще раз сюда же нырнули, вытянули и все петельки провязали вместе. Обязательно зафиксировали их. У нас с вами получаются вот такие вот интересные элементы. Что-то похожее на пышные столбики. И вот так вот вы шагаете до конца вашего ряда. Одну петельку пропустили, следующую нырнули, вытянули, накид, точно так же сюда же нырнули, вытянули, провязали, зафиксировали. Не сложно? Не сложно. Давайте вот так вот до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала до конца ряда. В моем случае получается вот таких вот пышных элементов 10 штук. Поняли, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Есть. Дальше что мы делаем? Когда мы провязали последний наш пышный столбик, зафиксировали его, мы делаем одну воздушную петельку, поворот. И теперь наша с вами задача работать вот с такими вот окошечками. Видите, пышный элемент, окошечко. Пышный элемент, окошечко. Поняли, да? Пышный элемент, окошечко. Вот с окошечками мы будем работать. Каким образом? Нырнули в окошко, вытянули ниточку, подтянули ее вот так вот. Накид, еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали все петельки вместе и зафиксировали. То есть мы с вами так уже делали в самом первом ряду. Итак, следующее окошко. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули. Накид, сюда же нырнули, вытянули, провязали и зафиксировали. То есть мы с вами повторяем самый первый ряд. Ничего сложного. Вот он пышный элемент, вот за ним окошечко. Нырнули, вытянули, подтянули. Накид, нырнули, вытянули и провязали. Зафиксировали. И вот так вот шагаете по окошечкам и провязываете до конца ряда. У нас получаются с вами пышные элементы. И смотрите, получается, первый ряд они смотрят у нас как бы вправо, видите, да? А во втором ряду слева вот такая вот интересная косичка. Все, давайте до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, до конца ряда. Вот наша косичка. Дальше что мы делаем? Точно так же. После того, как провязали последний элемент пышный, зафиксировали, одна воздушная петелька. Поворот. И точно так же работаем с окошечками после пышных элементов. Нырнули в первое окошечко. Мы уже умеем провязывать. Вытянули ниточку, накид, еще раз нырнули, вытянули ниточку, провязали, зафиксировали. И опять вот наше окошечко после пышного элемента. Точно так же мы опять в него провязали, зафиксировали. И вот так вот шагаете опять до конца ряда. То есть мы с вами провязываем все время один и тот же ряд. Один и тот же. Просто у нас как бы наши пышные столбики в каждом ряду будут наклоняться по-своему. Из этого формируют вот такую вот интересную косичку. Все, несложно. Теперь я вам предлагаю самостоятельно провязать еще несколько рядочков. Так? Если в моем случае, получается, я сделала основание 12 сантиметров, то и высоту я тоже сделаю 12 сантиметров. Посмотрим, сколько у нас получается рядочков. Угу. Вы, в свою очередь, вяжите свои квадратики. 10 ли сантиметров, 15 ли сантиметров. То есть на ваше усмотрение. И, естественно, сделайте точно такую же высоту, чтобы у вас получился ровный квадратик. Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала свой квадратик. У меня получилось 15 рядочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И сейчас я переключаюсь на новый цвет. То есть я не вяжу отдельно каждый квадратик, чтобы потом соединять. То есть будут у меня вертикальные полосочки. Итак, у меня сейчас идет здесь серая ниточка. Я провязываю последний элемент. Итак, нырнули, вытянули. Накид, еще раз нырнули, вытянули. И вот теперь все вот эти петельки я буду провязывать серой ниточкой. То есть я ввожу в вязание серую ниточку. Для начала делаем петельку у ниточки. Вот так вот раз, намотали. То есть как мы начинаем любое вязание, да? Вот. И вот уже эту петельку мы протягиваем через все желтые петельки. Итак, протянули. И точно так же, как мы с вами провязывали, зафиксировали.
Получается, у нас ряд закончен желтой ниточкой, но в процессе вязания уже есть серая. В дальнейшем мы с вами желтенькую отрежем и вместе просто соединим в узелок желтую и серую. И все, ну и потом кончики спрячем. Итак, что мы делаем дальше? Серенькой ниточкой опять воздушная петелька, поворот. И дальше мы продолжаем вязать все точно так же. То есть в окошечко нырнули, вытянули, накид, сюда же опять нырнули, вытянули и провязали. Обязательно зафиксировали. Следующее окошко. Нырнули, вытянули. Опять накид, нырнули, вытянули, провязали, зафиксировали. То есть здесь ничего сложного. Вязание повторяется все то же самое, просто новой ниточкой. А так все точь-в-точь то же самое. Понятно? В дальнейшем, когда провяжете точно так же квадратик серенький, опять переключитесь точно так же на желтый цвет. И у вас будет, ну вот как в моем случае, да, желтый, серый, желтый, серый, желтый, серый. В вашем случае может быть любой другой цвет. Все, несложно. Давайте самостоятельно провязывайте квадратики в необходимом вам количестве. Дальше встречаемся с вами. Так, смотрите, вот провязали, получается, желтый квадратик, серый квадратик. И я еще провязала желтый и серый. Так, это у меня будут квадратики, так скажем, для рукава. И нам необходимо будет провязать еще одну полосочку. В моем случае это будет бело-серый. И потом их соединить. Сейчас покажу. Так, смотрите, вот у меня две полосочки. Так, квадратики между собой меняются. Вот таким вот образом я их буду соединять. Предварительно я все ниточки по бокам спрятала. То есть вот такая вот у меня получается картина. И теперь я буду данную полосочку вот здесь вот по центру соединять. Итак, я буду пришивать, получается, мои полосочки. Буду пришивать серой ниточкой. Вы, конечно, можете на ваше усмотрение брать любую нитку. То есть какую вы вязали, какая вам больше нравится. Как мы будем соединять вот наши квадратики. Я тут уже начала немножечко. Смотрите, у нас получается, если внимательно посмотреть на краешек нашего вязания, у нас здесь вот такие вот, как бы, ну, назовем их перемычки. Видите? Вот они у нас раз, вот они у нас два. То есть мы будем непосредственно работать с этими перемычками. Вот здесь точно так же, видите, получается, вот между пышными столбиками, вот раз, видите, вот как бы основа нашего ряда, так скажем. Вот мы будем работать с этими перемычками. То есть я беру, получается, с одной стороны, вот с беленькой, получается, стороны, вот таким вот образом ввожу свою иголочку. И точно так же с противоположной стороны ввожу иголочку. И затем подтягиваю свою ниточку взяла большую, запасливая, хозяйственная. Вот, видите? И вот так вот потихонечку, аккуратненько стягиваю. С одной стороны, чтобы было не сильно стянуто, да, чтобы не зажулькано был краешек, ну и чтобы не болтался. И точно так же дальше идем. Опять, вот, беленький получается наш квадратик. Вот наша идет следующая перемычка. Вот, по порядку ничего не пропускаем. Оп, захватили за нее. Так, и дальше по порядку следующая идет серенькая. Вот она. И захватили ее. И опять точно так же потянули наши ниточки. И вот так вот медленно, аккуратно, монотонно. Так, ну потом при налете скорость у вас увеличится. Вы вот так вот соединяете свои квадратики. И вот так вот шагаете. Ну, не знаю, как правильно называется этот элемент соединения. Возможно, называется просто интуитивный. Но, как бы, в принципе, получается неплохо. Все, соединяем наши полосочки. Смотрим, что получается. Итак, смотрите, вот соединили, получается, наши две полосочки. Это у нас получается лицевая сторона. Все ровненько, аккуратненько. Если мы с вами перевернем все, что мы с вами только что сшили, вот видите, что получается у нас на изнанке. Вот такой вот интересный, ровненький, аккуратненький шовчик. Он такой объемный, да, но смотрите, все четко, все ровно, все аккуратно. И вот таким вот образом вы соединяете все свои полосочки вашего кардигана от туловища, от рукавов. И я вам сейчас покажу схематично, что у нас получается и что будем делать дальше. Итак, смотрите, хотела показать вам схематично, что у меня получается. Это получается, если внимательно посмотрите, как бы в разложенном виде кардиган. Это его передняя часть, шея, так, рукава,
они еще не соединены, они, получается, вот по этим сторонам будут соединены между собой. Поняли, да? То есть, что я имела в виду? Вот такой вот крестик. И это получается у меня спинка. На спинке заметили, да, что получается у нас в серединке еще один дополнительный ряд. Так? Впереди, вот непосредственно шея, так, и вот впереди этого ряда нету. Здесь получается по краю, по низу, и вот здесь вот по бокам будет обвязка. Вот здесь вот. Непосредственно на рукавах тоже должна была быть обвязка, но в процессе, так скажем, заказчик решил, что ее не будет. То есть будут обычные рукава, так вот они будут заканчиваться. То есть вы это все увидите. То есть поняли, да? То есть вы, получается, можете сделать аналогично. Единственное, что вы можете поменять цвета. То есть как хотите. У вас может быть сборная солянка, так скажем, да? Вы можете сделать точно так же. Но единственное, что может быть со своими цветами. Может быть у вас будет розовый, там сиреневый, зеленый и так далее, и так далее. То есть вот. Получается, мы в дальнейшем вас с вами его просто-напросто вот так вот сложим, свернем, да, вот, и будем непосредственно сшивать вот так вот по краю здесь рукава. Дальше получается у нас здесь соединяются наши шовчики, с этой стороны соединяются шовчики и с этой стороны соединяются шовчики. По низу, по краю вот здесь вот и опять же по низу будет обвязка. Понятно? Здесь она получается по низу будет по кругу. Все. Ничего сложного. Надеюсь, понятно. Угу. Итак, смотрите, полностью показать я вам, к сожалению, не смогу. Так, но включайте свою фантазию. Вот он наш низ кардигана. Вот получается правая полочка, левая полочка. Вот у нас идет спинка. Так, и так далее. И наша с вами задача сделать обвязку по низу. Вот по низу получается вот таким вот образом. Пошли по спинке вернулись сюда. Так? И потом будет отдельная обвязка у нас здесь по краешку. По краешку дошли до шеи, за шеей и обратно вернулись опять по краешку вот сюда. Поняли, да? Итак, покажу один из способов, как можно сделать обвязку в виде обычной резиночки. Итак, обвязка у нас будет одним из видов резинки. Мы ее будем вначале провязывать саму резиночку, а потом будем ее пришивать. Ну, вы поймете, я вам объясню так для удобства. Итак, для начала мы делаем петельку фиксации. Все как всегда, здесь без изменений. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь тоже будет вольное исполнение, так скажем. Вы можете делать больше петелек, можете меньше, на ваше усмотрение, на вашу пряжу. Дальше, смотрите, делаем одну воздушную петельку. Теперь отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. И вот во вторую петельку мы так вот нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. Дальше по порядку по цепочке идем каждую петельку и провязываем столбики без накида. 2. Следующий. 3. Следующий 4, следующий 5, следующий 6, 7, 8, 9 и 10. То есть вязание это постоянный счет. Поняли, да? То есть вы сами себя контролируете. 10 столбиков без накида провязали. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. И теперь смотрите внимательно. Вот получается наша самая первая петелька, да, вот мы смотрим на нее сверху, косичка как бы, да, капелька. Беремся вот за нашу заднюю вот эту стеночку, за заднюю, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. 1. Точно так же за заднюю петельку, поняли? Не за переднюю, не за 2 вместе, именно за заднюю. 2. Дальше точно так же. 3. Все у нас столбики будут без накида. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Есть. Опять воздушная петелька, поворот. И вот опять наша самая первая петелька, наша как бы капелька. Беремся за заднюю стенку. И опять провязываем столбики без накида. Все столбики за заднюю стенку. За счет этого возникает такой интересный рельеф, во-первых, да. А во-вторых,
вы увидите, данное полотно, провязанное таким образом, оно будет тянуться. Сейчас я вам покажу. Опытные мастера-то знают уже, а вот новичкам это будет очень даже интересно. И вот так вот ваша задача провязать, ну, допустим, метр, да, хотя бы. То есть, например, если у меня по 12 сантиметров квадратики, и получается 9 квадратиков я должна провязать, получается больше метра даже. Вот, видите? То есть получается, вот как у нас начинает потихонечку, видите, как бы ребристость появляется узорчика. И чем больше вы будете вязать, тем больше вы будете видеть данную ребристость. Я вам сейчас покажу. Вот, смотрите. Вот такая вот интересная резиночка у вас получается. И вот ее вяжете, 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 вяжете. Вот, видите? Получается, она вот такая, как гармошечка выглядит. И, естественно, она будет так вот растягиваться, как та самая гармошечка. Поняли, да? Все. Ваша задача провязать как можно больше по длине данной резиночки. И мы сейчас будем ее непосредственно к нашему низу нашего кардигана пришивать. Давайте. Итак, смотрите, вот вы вязали, вязали, вязали вашу резиночку, вязали гармошечку, провязали необходимую длину, все равно ниточку не отрезайте. Вдруг вам понадобится еще, то вы сможете спокойно рядочки довязать. Итак, а с этой стороны мы, скажем, начинаем пришивать к низу. Это низ кардигана, его лицевая сторона, вот изнаночная. Здесь видно шовчик. Я буду пришивать с лицевой стороны. Вы как умеете, так пришиваете. Либо как бы у вас есть свой способ, да? Ну, либо просто повторяйте. Значит, сам низ подол кардигана мы не тянем, резиночку мы не тянем. У нас нету задачи стянуть как бы как на рукавах. Поэтому вольно-произвольно, красиво по лицевой стороне смотрим и присоединяемся к петелькам. Вот, например, захватили вот этот вот пышный наш столбик, так, в желтом полотне, а в сером полотне, вот у нас получается, видите, есть петельки, которые будут выше, а есть петельки, которые ниже. Берем петельки, которые выше. Вот. Мы присоединяемся к ним. Дальше. Например, дальше у нас идет вот такая вот интересная петелька. Мы ее захватываем. А в серенькой, например, вот наши нижние петельки, мы их захватываем. Дальше у нас идет опять вот наш пышный столбик. Давайте его захватим. И здесь, получается, будем захватывать вот наши верхние петельки. Вот таким вот образом вы шагаете по всему подолу. И на ваше усмотрение, как вы считаете нужным, как красиво, вот таким вот образом пришивать. Я не знаю, как данный способ называется, но с одной стороны, видите, вот так вот получается очень даже симпатично. Вот так вот подтянули нашу ниточку ровненько, аккуратненько. Вот. Смотрите, лицевая сторона, изнаночная сторона. Видите? Вот точно такой же шовчик получается, как у нас получался при присоединении наших вот, когда мы присоединяли полосочки. Все. И вот так шагаем полностью по всему подолу до следующей полочки. Не сложно? Я думаю, нет. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот получается я пришила по низу вот такую вот интересную резиночку. Несложно, все элементарно просто. Поняли, да? Вот так вот я как бы по кругу прошлась. Вот, все ровненько, все аккуратненько. Теперь наша с вами задача провязать точно такую же резиночку. Вот вдоль одной полочки, доходим до шеи, обходим шею и возвращаемся по другой полочке. Понятно, да? У меня вот в запасе я провязала вот такой вот рулончик резинки. Естественно, оставила ниточку. Вдруг мне не хватит, да, я как бы приложила, вроде как бы хватает. Но вдруг мне не хватит, я могу спокойно еще довязать. То есть я не отрезала. Поняли, да? Итак, теперь будем пришивать по полочкам. Итак, смотрите, вот расположились поудобнее. Получается, кардиган положили боком. Так, на нас смотрит полочка. Прикладываем вот так вот ленточку из нашей резиночки. Не растягиваем, да, повторюсь, ни наше полотно, ни резиночку. Просто приложили и вот так вот последовательно пришиваем. Получается, ну, как бы опять же, интуитивно, да, то есть получается, здесь мы берем по 2 петельки, здесь по 2 петельки, здесь по 2 петельки, здесь по 2 петельки. Переходим на наше основное полотно и будем пришивать точно так же, как мы пришивали между собой вот наши как бы два квадратика, да, две полосочки.
То есть точно так же, вот в желтом полотне, да, берете, вот, захватили вот эту такую петельку, подтянули ниточку. Затем вот наша резиночка, да, повторюсь, есть петельки, которые находятся выше, а есть, которые ниже, получается, как бы в ямочке. Вот 2 петельки берем, которые находятся выше, захватили их, подтянули ниточку. Следующая у нас получается петелька, вот, раз, захватили. А теперь наоборот, в нашей резиночке нижние петельки захватили 2, оп, и подтянули ниточку. Сразу же сильно не тяните, да, потом мы отрегулируем, так скажем, натяжение ниточки. Желтая. И 2 верхние, видите, вот они верхние, серые. И вот так вот немножечко сделайте петелек, потом аккуратненько кладем и тихонечко натягиваем нашу ниточку, чтобы у нас все было ровненько. Угу. Как вам? И вот так вот аккуратненько идем по полочке до шеи, пришиваем нашу резиночку к основному полотну. Ну а около шеи встретимся. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Итак, смотрите, вот мы с вами пришивали. Это получилась у нас левая полочка, да? И дошли непосредственно уже вот до шеи. Видите? Вот наш тут один единственный квадратик идет позади шеи. И мы здесь должны с вами переключиться. То есть здесь вообще без особенностей. То есть как мы с вами шли, так мы и продолжаем. То есть точно так же перехватываемся здесь. Здесь получается у меня по очереди идет нижние вот такие вот в ямки петельки. Я захватываю их. Дальше, опять же, вот моя петелька получается за счет таких пышных столбиков такого. Раз. Здесь получается верхние у меня 2 петельки. Раз, два. Следующая у меня будет петелька, пусть будет за одну, так скажем, ниточку. И следующая будет за 2 нижние, как бы в ямки. Все, немножечко опять провязали. Опять же аккуратненько подтянули. Так. Подровняли, так скажем. Вот, видите? Плавный, аккуратно идет переход. Раз, раз, раз. И повернули. Точно так же шагаете по спинке. И точно так же поворачивайтесь, разворачивайтесь на правую полочку. И ничего сложного. Согласитесь, да? Все, красота. Давайте. Итак, смотрите. Вот получается, провязали нашу резиночку по полочкам. Вот такая вот по итогу получается красота. Совсем ничего сложного. Единственное, что у меня остаются рукавчики. Как я уже говорила, просто обычные. Они будут заворачиваться в 2 оборота. Так, вот таким вот образом. Но вот так вот захотел заказчик. Вы, в свою очередь, можете сделать точно так же. То есть завернуть, да. Либо можете пришить также резиночку. Единственное, что здесь получается, должен получиться, ну, как бы такой вот фонарик, да, получается, когда вы будете присоединять резиночку, вы просто будете захватывать не по одной, так скажем, петельке, а захватывать будете по 2 петельки. 2 петельки и к резиночке присоединились. 2 петельки к резиночке, 2 петельки к резиночке. Ну, естественно, у вас здесь больше будет сборочка такая вот, и рукавчик будет очень красивый, как фонарик. Вот такая красота. Надеюсь, вы свяжете кардиган такой же, либо еще лучше, у вас все получится. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.